Здравствуйте, я Катя, и я сооснователь проекта Taste of Life. Возможно, кто-то даже знает об этом, и сегодня я в очень необычной роли для себя и в необычном формате. У нас сегодня YouTube-подкаст и видео с Антоном. Здравствуйте. У нас сегодня совместный подкаст. Мы подумали, что будет хорошая идея его записать, потому что у нас есть замечательный повод. Открывается новая компания, новое маркетинговое агентство недвижимости. И вместе с Taste of Life было бы интересно обсудить какие-то насущные злободневные проблемы для жителей Северного Кипра. Если у них есть какие-то вопросы с недвижимостью, будем рады их осветить и поговорить на эту тему. Так, первый вопрос. Мы знаем, что у нас на Северном Кипре сейчас не очень хорошая ситуация в плане недвижимости. Почему в 2025 году вдруг захотелось открыть агентство? Это очень хороший вопрос. И на самом деле я сам себе его долго задавал. Еще с прошлого, может быть, даже раньше года, когда ситуация была намного лучше с точки зрения привычной нам, потому что для меня нельзя расценивать ситуацию как хорошую или нехорошую. Она может быть в моменте кому-то выгодная, кому-то невыгодная. Сейчас она много кому невыгодная. Да? Но если мы берем масштабами рынка, то это очередное колебание рынка ввиду определенных обстоятельств, в данном случае закона прошлого года, да, которое, собственно, изменило характер рынка. Естественно, кто-то оказался в выигрыше, кто-то оказался в проигрыше. Но самое главное, именно прямо сейчас я вижу потребность определенного круга людей, то есть это владельцы недвижимости, которые с 20 с 19 по 24 год покупали недвижимость, особенно если больше одного юнита, и которые сейчас не знают, что с ней делать. То есть продать ее – проблема, оформить ее тоже может быть сложность, особенно если больше одного юнита, тоже законодательно теперь это не так просто сделать. Либо если титул вовремя получить не получается, тоже непонятно, что с этим делать, как разбираться. С другой стороны, весь рынок был заточен на определенную ситуацию на рынке. То есть был большой рост, был большой приток иностранных инвесторов, иностранных покупателей, потому что был интерес, естественно, глупо на этом не зарабатывать. И застройщики, и агентства недвижимости, и государство тоже относилось к этому довольно позитивно, и все хотели заработать деньги на притоке иностранного капитала. Это нормально. В итоге ситуация на рынке поменялась, и появился определенный круг людей, которым нужны определенного рода услуги, в частности, услуги по продаже, реализации, покупке вторичной недвижимости. И сейчас рынок массово не готов оказывать эту услугу. То есть есть точечное агентство, которое на этом специализируется, но именно массово спрос больше предложения. Поэтому для меня, я считаю, самое время основать DreamHold и стартовать именно с этой специализации, потому что мы это делать как раз умеем. Мы уже в третьей стране ставим с нуля эти процессы и, соответственно, знаем, как это делать. Хорошо, качественно, защищая интересы того, кто нам платит, в данном случае, допустим, продавца недвижимости. Мы можем это реализовать, и, значит, самое время. Понятно. Хотела спросить, ты там много раз упомянул слово «изменения». Изменения на рынке, изменения в законодательстве. Что за изменения для тех, кто вообще не в курсе? Скажем так, если начинать с самого начала, это будет очень долгий подкаст, потому что ввели изменения в 2024 году, что, грубо говоря, усложнили процесс покупки недвижимости иностранными покупателями. Нельзя покупать больше одного юнита, определенный размер участка земли, то один в одно лицо можно. И обязательно надо регистрировать свой контракт недвижимости и платить налоги. В общем, здесь нельзя сказать, хорошо это или плохо, это было вполне ожидаемо. То есть был рост, был бум, скажем так, на рынке, потому что рост быстрее среднерыночного, да, естественно, это взлет. После каждого взлета какая-то причина происходит, по которой будет как минимум стагнация, как максимум небольшая просадка. Если брать, опять же, в длинном размере, это нормально. То есть я считаю, что власти на это пошли осознанно и даже готовы были к определенному спаду спроса, просто чтобы урегулировать вот эти вопросы. Потому что, во-первых, очень много иностранцев покупают недвижимость. Но, опять же, должен быть какой-то процент недвижимости, в частности земель, да, во владении именно киприотов. Когда иностранцев становится слишком много, надо как-то это регулировать. Естественно, регулировка не заставила себя ждать. Но это даже не самый главный вопрос. Самый главный вопрос – это регуляция именно в своевременности уплаты налогов. Потому что государство здесь молодое, законы здесь, они в принципе разумные, они в принципе логичные, но как их читать, не все аппараты научились, не все компании еще правильно научились это понимать и правильно использовать. А винить кого-то в том, что это используется каким-то ненадлежащим образом, тоже нельзя, потому что любая компания, любой собственник любого бизнеса, неважно, это застройщик, агентство недвижимости, может быть, это государственные чиновники, все преследуют определенные свои интересы с точки зрения своего лица, в данном случае юридического лица. Да? И получается, что агентство недвижимости рекламирует недвижимость, умалчивая или не договаривая о том, что здесь 12% налогов на перевод титула, да, говорят, можно 6% заплатить сейчас, а 6% когда-нибудь потом, допустим. Тоже винить их в этом грех, им продать надо, да, потому что они на этом деньги зарабатывают. Держим в голове, что каждый преследует свои интересы, это вполне нормально. Возможно, даже эти 6% можно не заплатить, потому что можно договор с открытой датой
составить и заплатить когда-нибудь потом. Впишите дату, там за 3 недели оплатите. Когда будет надо, когда захотите там регистрировать, уже будете заезжать жить. Естественно, были такие лазейки, которые никак не регулировались. И получается, что застройщик получает деньги, агент получает деньги, в Северный Кипр заходят деньги, государство их не ощущает. Не сказать, что плохо то, что заставили платить вовремя. Наоборот, хорошо. На дистанции, если мы посмотрим там, в дистанции 5, 10, 15 лет, это хорошо, остров от этого только выиграет. Но именно в моменте, когда сейчас вот эти изменения коснулись, оказалось, что у многих налоги не уплачены, контракты не зарегистрированы, с НДС тоже там непонятно что, потому что его надо платить потом. А когда потом, если он, по сути, скапливается в одних руках застройщика, за весь данный юнит и весь этот НДС, вот вся эта пачка денег лежит до сдачи ввода в эксплуатацию. А теперь вспоминаем интересы застройщика. У вас бум на рынке. Любой здравомыслящий собственник бизнеса понимает, что надо вкладывать деньги здесь и сейчас, чтобы зарабатывать больше, потому что спрос. Я видел, когда выводили блок просто в комплексе в продажу, за 2 недели там оставались 2-3 квартиры, все распродавали. Естественно, надо брать, строить, надо вкладывать деньги, скупать земли, открывать новые строительства. Естественно, когда заставили платить здесь и сейчас, оформлять титулы, а эти деньги в работе. А чтобы их вытащить, нужно продать. Нужно, чтобы у застройщика получилась операционная прибыль. Что делать, если спад продаж? Вот здесь, в моменте. На дистанции ничего страшного. Здесь, в моменте сейчас что делать? Естественно, начинаются затяжки по срокам по вводу эксплуатации, разделению титулов. Это не критически страшно, то есть это не супер там большая трагедия. Но в моменте люди страдают. Что с этим делать, надо разбираться. Вот это хороший вопрос, потому что на самом деле это был мой следующий вопрос. Что делать? Потому что очень многие люди, кто купил и давно, и недавно, они попали все равно под этот закон, потому что здесь частенько и задним числом что-то решается. Что делать? Продавать недвижимость, сидеть, ждать какого-то нового роста цен или что? В первую очередь искать виноватых, потому что виноватых здесь нет. Если мы берем в расчет не то, что кто-то хороший, а кто-то плохой, а каждый преследует свои интересы. И здесь и сейчас, в каждом моменте определенного времени, каждый преследует свои интересы. Это нормально. Раньше было можно, сейчас нельзя. Во-вторых, просто искать виноватых не поможет. Неважно, там, агент обещал золотые горы и не прокатило, да, или застройщик там обещал, что титул будет там в 22 году, а сейчас 24-е его еще нету, да. Ну, всякое бывает. Ситуация сложилась так, как сложилась. Что делать? Смотреть на свои задачи. У каждого человека, у меня нет общего совета для всех. То есть сейчас самое время продавать, вам скажет какой-нибудь агент, которому выгодно продавать. Или не слушайте, сейчас спад, сейчас все торгуются, сейчас самое время покупать, скажет агент, которому выгодно, чтобы вы у него купили. Я скажу с точки зрения рынка, да, ну, нету общего совета для всех, потому что у всех свои задачи. Кто-то хочет остаться здесь жить, тогда надо переждать, насколько это возможно. Если ситуация не горит, не критична, у вас там не грозят штрафами, что вы не оформляете, держите, долбите застройщика, когда он сможет выдать вам титул, оформляйте титул на себя. Если у вас куча юнитов, и вам надо один, допустим, для себя оставить, а остальные, регистрировать сейчас проблема. Ну окей, продавайте, высвобождайте капитал, вкладывайте туда, где деньги будут на вас работать, потому что сейчас деньги замороженные получились, недвижимость особо не растет, да, застройщики цены не роняют, потому что они так же, как и я, видят ситуацию не в моменте здесь и сейчас, спроса нет, все, надо цены ронять, а в моменте рынка. Это надо переждать, вот любой рынок, он развивается, если он растущий, где-то сильно растущий, но, опять же, есть скачки вверх, есть определенные просадки вниз. Но если мы посмотрим на дистанции в 20 лет, это будет просто капля в море. Да, я согласна. Вот, поэтому они цены ронять не будут до последнего. А я считаю, что последний в этот раз не наступит, потому что глобально кризиса никакого на острове нет. То есть все как было, так и есть. Изменения в законодательстве поменяли ситуацию, она стабилизируется. То есть мой главный совет тем, кто оказался в какой-то проигрышной ситуации, смотрите на свои задачи, чего вы хотите. Хотите уехать с острова? Окей, сдайте недвижимость в аренду, аренда сейчас вроде как работает. Худо-бедно хотя бы эти деньги будут в работе. Если аренда приносит там головную боль, не отбивается, либо если не хотите сдавать в аренду или хотите там уехать, купить в другой стране, окей, продавайте. Сейчас, опять же, особенно для тех, кто брал под инвестиции, вот прямо сейчас не время продавать с расчетом на большую прибыль. Потому что спрос сейчас ниже, чем предложение. Продать желающих больше, чем желающих купить. Они есть, но, опять же, вопрос баланса. Когда предложений больше, продавать сейчас не очень выгодно. Если цель высвободить капитал, чтобы деньги на вас работали, чтобы деньги решали ваши задачи, окей, сейчас это можно и нужно делать. Потому что деньги обесцениваются, во-первых. Во-вторых, что будет через полгода, тоже непонятно. Мы можем только прогнозировать как-то операции, но хрустального шара у нас здесь на столе не стоит. Но если ситуация такова, что вам квартира на долгой дистанции нужна, вы хотите здесь жить, допустим, вас здесь все устраивает, все нравится на острове, и сроки не поджимают, то есть никто не долбит штрафами, никто там не обязывает вас
что-то решать здесь и сейчас, да, ну ничего страшного не произойдет. Потому что в любом случае, как мы видим даже изменения в законодательстве, то есть, допустим, правительство не готово было к таким сильным очередям, да, на регистрацию титула, допустим, и опять же продлевают сроки, идут входят в положение. Если не можете сами договориться, там, языка не знаете, либо ну просто как-то по менталитету не совпадаете, наймите юриста, это на дистанции выйдет дешевле. Вам юрист сходит в нужную палату и договорится о том, чтобы конкретно вашу ситуацию разобрали и нашли приемлемое для вас решение. Совсем без потерь, но, к сожалению, скорее всего, не получится. То есть придется либо понести какие-то расходы, там, юридические издержки, либо выходить с небольшим минусом. Да, но опять же, если мы смотрим вашу личную ситуацию на дистанции, то вот эта небольшая потеря, она будет стоить меньше, чем, допустим, запертый капитал, который там, 3-4 года не решает ваши задачи, вы эти просто деньги на это время потеряли. Вы на них больше заработаете на дистанции. Ну, это хороший совет, на самом деле, ориентироваться на потребности свои собственные, потому что я сейчас знаю очень много людей, которые на панике попродавали и уехали. Это прям массовая история. Вот, но надо задуматься над тем, что Антон говорит. Паника никогда не помогает. Это очень правильно. Я хочу задать вопрос, но его нет в списке. Да, задавай, конечно. Просто я не знаю, кто будет смотреть это видео. Возможно, и те люди, которые рассматривают Северный Кипр для переезда и возможных будущих вложений сюда, в том числе и в недвижимость. И ты очень часто говоришь слово «титул». И это из разряда абракадабра. Что это такое? Титул, если коротким языком, это право на собственность. Если немножко углубиться, то собственность на недвижимость привязывается к земле. То есть у вас есть доля в недвижимости, то есть в общей доле, которая стоит на земле. По местному законодательству недвижимости без земли не бывает, она в воздухе висеть не может. И вот право на землю является основополагающим. То есть если право на купленную квартиру, допустим, вы можете подтвердить договором купли-продажи с подписью застройщика либо предыдущего владельца, то титул – это тот, кто владеет долей в этой земле. И бывают разные происхождения титула, сейчас в это углубляться не будем. Про это уже много материалов везде есть, это легко прочитать, кому надо. Самое главное, что новый дом строится, на любой участок земли, неважно, там, на 10 участках земли построен комплекс, там, на одном большом участке, на него должен быть титул, конкретно на эту землю. Вот эта земля принадлежит тому, на чьей земле она строится, да, и вот чтобы передать право собственности тем, кто купил, нужно разделить эти титулы на доли в соответствии с купленной недвижимостью, да, и эти доли передать от владельца земли владельцам недвижимости. И вот этот процесс может затягиваться. Почему? Потому что для этого нужно доли разделить, заплатить налоги, и, как я уже говорил, не всегда это можно сделать в моменте. А бывает такое, что не всегда еще выгодно это сделать в моменте. И если предпринимателю, в частности застройщику, допустим, понятно, что он может, чаще всего не может заплатить здесь и сейчас, несмотря на то, что это многомиллионные бизнесы, вот выдернуть несколько миллионов здесь и сейчас из операционки, это не такой простой вопрос. Так вот, выдернуть здесь и сейчас, понести определенные убытки. Это значит, там где-то стройка затормозится, там где-то материалы не закупятся. И стараются сделать это максимально бесшовно для бизнеса. Потому что раньше сроки не горели, сейчас, через 3 месяца, через полгода никто ничего не спросит, потому что покупателям тоже было невыгодно требовать от них. Они позже налоги заплатят, потом когда-нибудь. То есть никто ни с кого не спрашивал, и все это дело варилось. То есть эти деньги никуда не делись, их никто не украл. Не надо вот говорить, как многие говорят, да, застройщики воруют деньги с наших налогов. Да никто ничего не ворует, просто они в операционке варятся. Их сейчас выдернуть в моменте тяжело, а покупателям стало гореть, им надо идти регистрировать. Правильно? Да. Поэтому вот еще один такой мой совет, в частности титула, если идете оформлять титул на себя, даже покупая недвижимость у застройщика, просто сохраняйте квитанцию об уплате НДС, потому что не сразу она платится в моменте, а потом через 3 года, когда дом достроится, уже подтвердить это без каких-то документов иногда бывает сложно. Да, это обидно переплачивать 2 раза застройщику. Я вот хотела еще такой вопрос задать, интересный. На что стоит ориентироваться при выборе агентства или агента для сотрудничества с покупкой, с продажей, в принципе, без разницы, потому что реально агентств очень много, особенно было, сейчас уже, наверное, поменьше, позакрывалось. Но вот как выбрать профессионала? Я могу ответить глобально и могу точечно. Да, начну с глобального. Глобально надо выбирать человека. Я не все задачи могу решать, честно могу сказать. Но те, которые могу, стараюсь делать хорошо. И именно на этом компания основана. Потому что делайте качественную услугу, и покупатели сами придут и с радостью заплатят. Поэтому такая политика компании. Так, в общем, глобально
Надо найти того специалиста, который решит задачу. Решать, поковыряться в рынке, разобраться, можно это и самому делать, да, но обычно, если у человека болит зуб, он идет к специалисту, он идет к дентисту. Я тоже за то, чтобы идти к хорошим профессиональным специалистам, неважно, это в юридических вопросах адвокат, в финансовых это там, бухгалтеры, в вопросах с недвижимостью это как раз агенты, специалисты по недвижимости, риэлторы. То есть идти к специалисту. Но вот как выбрать? Именно тот, кто решает задачи, да, потому что есть ребята, и довольно много, которые очень хорошо продают новостройки. Застройщики за это им готовы платить огромные деньги, они действительно там комиссии внушительные, одни из самых высоких в мире здесь, да, и они это делают хорошо. Они могут, понимая, что вот им надо продать этот объект, они могут там пустить рекламу, поговорить с иностранными инвесторами, привлечь эти инвестиции. Если это задача, да, пожалуйста. Если задача, допустим, продать объект, но для начала надо держать в голове, и, кстати, агент ваш тоже должен держать это в голове, что агент должен защищать интересы того, кто ему платит. Правильно? И, соответственно, если вы договариваетесь, что вы ему заплатите, к примеру, с продажи вашей квартиры, надо, во-первых, чтобы он не просто куда-то там в базу поставил, а задачу решал. То есть задача изначально, ни у кого нет задачи просто продать квартиру. Ну продал квартиру, что? Я завтра выставлю ее за $1 продам. Задача решилась, я продал квартиру. Я молодец? Нет, конечно, деньги-то не получили. Вот. Задача, допустим, высвободить там какое-то количество капитала, чтобы что-то еще там сделать. Ну, это ваша задача, только вам виднее. Да? Так вот, этот агент должен решать эту задачу и защищать ваши интересы. И второй момент, то есть агент, который берет на себя ответственность. Вы вправе, если вы ему обещаете заплатить, вы заключаете с ним договорные отношения, берете на себя обязательства, что ты продал, я заплачу. Я, допустим, обязуюсь, я собственник, я обязуюсь ни с кем больше не сотрудничать, чтобы ты спокойно делал свою работу, чтобы тебе никто не мешал. Окей, тогда я и спрашивать с тебя буду, правильно? Окей, ну хорошо. Проходит неделя, 2, 3. Как квартира? Еще не продалась. Почему не продалась? Ну, как минимум, мне кажется, у специалиста должен быть ответ, почему. И если агент не готов брать на себя эти обязательства, наверное, это, может быть, это и неплохой агент. Я считаю, что вообще плохих людей не бывает. Может быть, этот агент просто занимается другими задачами, где он по своей специализации зарабатывает. Потому что каждый преследует свои интересы, правильно? Вот. И обратиться к агенту, который заточен, или вообще к агентству, к компании, которая заточена на решение других задач, может быть ошибкой. Не потому, что агентство плохое, потому что оно зарабатывает на другом, у них мат-модель другая. Вот. Брать на себя ответственность – это черта вообще хорошего бизнеса, я считаю. Мы не можем гарантировать, что квартира продастся, к примеру, за 2 недели или за месяц, потому что мы не можем нести ответственность за решение других людей, в частности, покупателей, да? Но что мы можем гарантировать и за что мы можем брать на себя ответственность, что будет создаваться спрос, будет отчетность по этому спросу. Создался, не создался. Если создался, хорошо, какие прогнозы, что дальше делать? Если не создался, то почему, что нужно поменять, какие рекомендации? То есть, допустим, может быть, в квартире, к примеру, давно не делался ремонт, там немножко пошарпанные стены, а задача продать вот именно за такую сумму. За эту сумму спрос мы не создаем, но давайте, господи, вложим там $1000 в стену, покрасим. Мы на дистанции больше заработаем. Вот так агент должен подходить к продаже объекта, я считаю. То есть быть заточенным на результат. Поставить в базу и забыть – это значит, либо агент неопытный и не знает, на чем он зарабатывает, либо он просто зарабатывает в другом месте. Это ему не очень интересно. То есть, да, я, конечно, поставлю, а вдруг кто-то придет, я не против заработать лишние деньги, да? Но работает он в другом месте, он с вами не работает. Потому что каждый преследует свои интересы. Ну, в общем, это так звучит, как будто бы я выясняю, хорошее агентство или агент только в процессе работы с ними. То есть заранее я никак не могу это определить. Это же в диалоге можно легко выяснить. Вы готовы взять ответственность за свои действия? Вы готовы отчитываться мне по этим действиям? Хорошо, если не готов, если вы сейчас возьмете за себя ответственность и не будете этого делать, не будет это выполняться, тогда что? Ну, вот такие вопросы достаточно задать, и сразу станет понятно, готов агент работать с вашим объектом или нет. Мне кажется, просто обычно люди не задают, они просто говорят, вот у меня есть квартира, продадите, продадите. Ну, это обычно как? Нет диалога. Я очень часто видел такие ситуации, когда просто человеку, когда надо купить, он, естественно, покупает, потом эту недвижимость, когда возникает потребность продать, он идет либо к тому, с кем покупал, но, опять же, это уже другая задача, да, с покупателями это одна работа, с продавцами это другая работа, либо просто идет самое большое агентство, у них, наверное, больше всего покупателей, значит, они быстрее всего продадут. Но это так не работает. Им ваш объект это как третья нога. То есть, да, вроде бы и хорошо, лучше больше, чем меньше. Но что с ним делать? Ну, поставим в базу. Может быть, кто-то из покупателей там придет с похожей потребностью, ну, мы будем знать, что предложить. Но на самом деле у них процессы уже заточены, и процесс поиска объектов уже заточен. У них все есть, у них все уже работает. Если они до сих пор работают и зарабатывают там на протяжении многих лет, если они крупные агентства, они знают, где они берут деньги. Ваш объект здесь может просто не вписаться, потому что у них уже процессы другие.
Если они конкретно работают со вторичной недвижимостью, если у них конкретно стоит задача иметь столько-то объектов в базе, если они проводят ABC-анализ, то есть у меня, допустим, на 2+1 вот такой процент спроса, у меня на 1+1 вот такой процент спроса, то есть мне нужно в базе иметь как минимум вот столько объектов, чтобы просто мой поток покупателей удовлетворять. У меня там, к примеру, 15 объектов 1+1 сейчас в базе в этом районе, да, из них я 5-10 продам в этом месяце, то есть мне нужно в этом месяце, чтобы мои агенты набрали еще столько же, иначе мне в следующем продавать будет нечего. Вот тогда вы, встречаясь с агентом, понимаете, что вот этому человеку нужна моя квартира, потому что он на этом деньги зарабатывает. Я ему за это деньги заплачу. Это агентство заточено на то, чтобы продать мою квартиру, только тогда оно деньги заработает. А в другом агентстве, может быть, ну да, поставим, мало ли вдруг кто-то придет. Но деньги приходят из других источников. Я вот еще подумала, наверное, стоит задать этот вопрос. А ты сам на чем специализируешься? На вторичке или на новостройках? Если честно, моя первая сделка вообще в недвижимости, вот самая первая, как только я пришел, это была новостройка. И с тех пор, нет, соврал, в Турции я продавал новостройки, да. Но все-таки больше специализируюсь на вторичке. Почему? Потому что я вижу, что здесь услуга нужнее. А человек же в любом случае ленивый идет по пути наименьшего сопротивления. Для меня наименьшее сопротивление – это найти, где больше всего клиент нуждается в услуге, придумать, как сделать эту услугу качественно, научиться ее качественно оказывать и жить припеваючи, потому что люди с удовольствием платят деньги за эту услугу. То есть я иду по такой стратегии, я строю бизнес по такой стратегии. Вот. И плюс ко всему, новостройки – это один сегмент рынка. Кто покупатель новостройки? Ну вот в целом, не только на острове, а вообще в целом. Как правило, первые собственники строящейся недвижимости еще до того, как она построилась, это инвесторы, да, потому что хороший скачок, сейчас, понятно, во всех странах этот вопрос регулируется, потому что раньше был хороший прирост, но высокорисковая инвестиция. Да. Сейчас менее рисковая, да, но и дает того же поменьше. Вот. Но все равно, так или иначе, первые – это инвесторы, да. И вот это один сегмент. Потому что недвижимость вообще в массе своей для чего? Для того, чтобы там жить. Всегда будут люди, которым надо в ней жить. У людей рождаются дети, им надо увеличить площадь. Потом дети вырастают, им надо разъехаться. Да. Не дай бог разводятся. Опять же, надо разделить квартиру. Тут уже там родителей надо к себе подселить, чтобы там бабушка ухаживала за нашими детьми маленькими, пока мы работаем. То есть надо еще комнату. И эти задачи, они решаются постоянно. Объем рынка вторички по сравнению с объемом рынка новостройки в разы больше. Для меня это всегда интереснее. Даже если комиссия в моменте чуть меньше. Ну, я просто подумала, что, наверное, это интересно, потому что большинство агентств, по крайней мере, что я слышала или знаю, или вот я вижу рекламу в Инстаграме, в Ютубе, в основном занимаются новостройками. Да. И ты, наверное, единственный человек, которого я знаю, который такой: нет, вторичка. А я объясню почему. Потому что, опять же, каждый преследует свои интересы. В моменте сделать сделку по вторичке и сделать сделку по новостройке, но как минимум в 4 раза выгоднее была бы новостройка. Потому что, во-первых, это быстрее, как минимум 2 раза. На твоей стороне застройщик, который оформит все документы, проведет все платежи. Твоя задача просто привести покупателя, и все. Комиссия ощутимо больше. Я сейчас не буду называть проценты, из уважения к коллегам, у каждого там свои. Ощутимо больше. С другой стороны, что такое вторичка? Это подготовить документы к сделке, да, помогает юрист. Это выстроить маркетинг, совместить продавца-покупателя, организовать переговоры, потому что эти двое постоянно ссорятся, там налицо прямой конфликт интересов. Их надо довести до сделки и заставить их как-то не поссориться, потому что каждый хочет для себя что-то выторговать. Это большой объем работы, это может на несколько месяцев затянуться, эта сделка. А комиссия по сравнению с новостройками вот такая. И, казалось бы, невыгодно, но за счет объема рынка и за счет ценности услуги, я считаю, вот здесь и сейчас самое время этим заниматься. Может быть, я первый, кто на этом специализируется, может быть, уже есть такие компании, просто я с ними не знаком. Я знаю, что вторичкой здесь ребята занимаются, и знаю конкретно точечно агентов, которые хорошо это делают. Буду рад с ними посотрудничать на этом рынке. Это да. Но в целом, глобально, нету какого-то такого серьезного агентства, чтобы ассоциировалось, вот Северный Кипр, вторичка, это туда. Вот теперь это Dreamhold. Вот да, просто это очень необычно. Даже не знаю, кто тут еще этим занимается. Ну вот, если ты сказал, что сейчас очень много предложений по продаже недвижимости, да. И понятно, что сейчас невыгодно продавать, потому что цена чуть упала и прочее, прочее. А кто тогда это будет покупать, если все хотят продать? Как я уже упоминал, объем рынка – это сильно больше той области, которую мы видим. То есть в данном случае чаще всего клиент, чаще всего собственник нынешней недвижимости покупал новостройку, то есть становился первым собственником. Он посмотрел рынок новостроек и думает, что весь рынок такой. Но на самом деле рынок вторички, он гораздо больше. Это как подводная часть айсберга.
Потому что здесь есть местные жители, здесь есть иностранцы, которые уже здесь живут годами, здесь есть иностранцы, в том числе и СНГ, в частности, там Казахстан, Туркменистан массово, да, которые здесь работают, у них здесь семьи, у них здесь быт, у них здесь жизнь, и, как обычно, есть жилищные задачи. Кому-то надо съезжаться, разъезжаться, кому-то надо продать квартиру, купить в другом районе, может быть, он работу там в Искеле получил, а жил здесь в Кирении, да, ему надо переехать, ему невыгодно здесь, допустим, сдавать, там снимать, зачем, если можно продать, купить. Вот эти вопросы, они всегда будут решаться. Плюс ко всему добавить сюда тех, кому до сих пор можно и легко. Это местные киприоты и граждане Турции. Им легко здесь покупать, продавать, среди них спрос также. И в частности, с турками, насколько я сталкивался именно с покупателями, которые берут там для отдыха, как пассивный доход, да, там в аренду пускай сдается. Ну, то есть те же самые задачи, которые там, мы с вами решали в свое время. У них есть понимание такое. А зачем вы мне предлагаете новостройку? А давайте готовое посмотрим. Новостройка, она выгоднее, если у меня нет сразу денег, да? Ну, то есть я хорошо зарабатываю, у меня есть хороший, но, опять же, выдернуть из операционки 100 тысяч – большая задача. Выдернуть 30, а остальные 70 разбить на 2-3 года – это вроде бы полегче задача. Да, новостройка так выгоднее. Так и продаются, в общем-то, новостройки, это нормальный, здоровый процесс. Но если у меня уже есть котлета 100 тысяч, зачем мне покупать новостройку и ждать 3 года, если я готов купить готовое? И есть человек, который подождал, заплатил эту рассрочку. Сейчас недвижимость готовая, титул не оформлен, то есть, по сути, квартира девственная и хочет продать. Да это ж вин-вин получается. Вот. Я вот думала задать вопрос про иностранцев и местных в плане там, что поменялось, что не поменялось, потому что для покупки, для продажи есть ли какие-то различия между киприотами, турками и иностранцами совсем, как мы. Смотри, как ситуация обстоит с законодательной точки зрения. То есть местные жители могут все. В рамках закона могут все. Потому что они местные жители, они граждане Кипра. И это нормально для любой страны. Если вспомним Россию, там тоже у граждан России, допустим, прав намного больше, чем у мигрантов, сколько лет бы они здесь не жили. Пока у тебя нет российского паспорта, ты, по сути, человек с правами немножко поменьше. Здесь то же самое. Здесь есть граждане с паспортом Северного Кипра, которые, по сути, могут все в рамках закона. Есть иностранцы. Все иностранцы попадают под определенного рода ограничения. То есть это один юнит, это другие порядки налогов, это обязательно разрешение на покупку и вот эти все юридические процессы. С другой стороны, вспоминаем статус Северного Кипра и понимаем, что страна, признавшая независимость, суверенность Северного Кипра, это только Турция. И для граждан Турции есть среди вот этих вот правил для иностранцев послабления. Так, если в общих чертах, примерно 50%. То есть им примерно в 2 раза легче. У них меньше ограничений и меньше требований. Вот и налоги, наверное, меньше, да? Вот и все. То есть да, они тоже иностранцы, им тоже приходится через все эти процессы проходить, просто для них есть определенные послабления там, по суммам, по налогам, по процессам, им попроще. Хотела задать вот такой вопрос. То есть вот мы уже обсудили, что каким образом выбрать, допустим, хорошего путного агента или там агентства. Что у нас появились новые законы, да, что с какими-то трудностями можно столкнуться сейчас, что рынок не в лучшем состоянии, что там по ценам тоже, да, обсудили. А сколько вообще, насколько трудоемкий и временно вот так вот затратный процесс продажи недвижимости? Потому что, кто-то будет продавать, например, в первый раз и не сталкивался, и думает, что вот я хочу быстро сейчас продать. Да, может быть, там месяц-два сделка, а может быть, наоборот, человеку нужно срочно. Что ему примерно ожидать? Вообще индивидуально в зависимости от объекта, от его локации, от его типажа, да. Но если мы берем ядро спроса или около ядра, то есть это однушки, двушки, трешки, ближе к черте города, к инфраструктуре, к узлам, то есть пригодные для ежедневного использования, да, это, как правило, от 1 до 3 месяцев. Потому что пул покупателей относительно всего рынка, здесь самые активные, их больше всего заходит, больше всего сделок проходит, они больше всего покупают, приходят новые, то есть здесь от 1 до 3 месяцев смело. Если нужно продать быстрее, можно в принципе и быстрее, причем не обязательно для этого сильно там цену ронять, просто нужно более агрессивные меры для этого использовать, тоже делается. Вот. Но в среднем, если вот так вот грамотно подойти, не спеша, серьезно заняться, вот прям серьезно, еженедельно отслеживать там показатели, выстраивать стратегию, от 1 до 3 месяцев квартира продается, если она в ядре спроса. Если это какой-то там уникальный объект, обладающий какими-то своими уникальными характеристиками, если это там супердорогая какая-то приватная вилла там за 1,5-2 миллиона, либо если это какой-то специфический объект там, со своими повышающими и понижающими факторами, то есть, допустим, это первая береговая линия, ты выходишь в свой гарден, и у тебя сразу пляж. Это сильный повышающий фактор, но он из ядра выползает. Может быть подороже, подольше. Может быть подольше, потому что мы же не хотим этот повышающий фактор не монетизировать. Но так как
пул покупателей меньше, соответственно, здесь вот весь этот флоу, да, идет медленнее, здесь могут сроки немножко затянуться. Или наоборот, если там понижающий фактор, если, к примеру, хороший комплекс, хороший дом стоит посреди поля просто и рядом только, не знаю, кукуруза растет. Но, к сожалению, это будет понижающий фактор, придется либо сильно цену ронять, чтобы прям ценой это вылечить, либо ждать покупателя, которому это не критично. Ну да, которому хотелось сюда... Я недавно ехала по дороге. Любителю кукурузы можем дождаться. И просто вот между двумя деревнями, я первый раз такое видела на Кипре, там просто все плоско, реально, поле со всех сторон у дороги, и там кто-то построил такой треугольный дом, который вот как глэмпинги, такой с солнечными батареями, с панелями вот этими, совсем, просто посреди поля, треугольный дом, я даже сняла его. Я здесь видел, деревянная изба продается. Прям настоящая русская деревянная изба из бревен, представляешь? Вот этот треугольный дом тоже из дерева полностью посреди поля. Ну, в общем, кому-то нравится, да, действительно. Я еще хотела такой вопрос задать. Вот ты говоришь, от месяца до 3 продажи недвижимости, да, можно говорить, если мы говорим про ядро. Да. Вот месяц 3 продажи недвижимости ты подразумеваешь, вот, допустим, договор о задатке, и как бы мы уже считаем это продажей, или прям весь объем вот... Я беру свою зону ответственности, да, то есть моя зона ответственности — это в первую очередь маркетинг, создание спроса, управление этим спросом, доведение его до результата. А результатом непосредственно своей прямой ответственности я считаю договор... соглашение о задатке и передача этого самого задатка. Это значит, что моя часть работы выполнена, дальше идет часть работы юриста. Естественно, я содействую, потому что я деньги получу только когда у собственника они будут, чтобы со мной рассчитаться. Да? Вот, поэтому здесь мы содействуем, организуем переговоры, там какие-то соглашения о мебели, подписываем там документооборот, вот с этим мы всем разбираемся, но это уже зона ответственности юриста. Я не могу здесь гарантировать какие-то определенные сроки. Почему? Потому что, опять же, частный случай. Документы готовы, не готовы, титул оформлен на кого. Если на собственника, то мы просто идем в день делаем сделку, потому что у нас просто договор купли-продажи. Один сдал, другой принял, пошли зарегистрировали, все, сделка состоялась. Если на застройщике, а как быстро застройщик подпишет, а какие документы он попросит, чтобы подписать, а что он будет проверять, а как быстро мы справки соберем. И вот эти моменты, они, к сожалению, могут затягиваться. Но промежуточный результат, соглашение о задатке и передача задатка, это уже более чем 90% вероятность результата. То есть процент развалов, в разных случаях он разный, ну, для разной страны, для разной ситуации на рынке, но он никогда не больше 10%. То есть 1 из 10 задатков может быть развалится максимум, но не больше. Я почему просто хотела задать этот вопрос, потому что многие люди, и я периодически слушаем вот так по диагонали, мы такие, так, мне сказали, от 1 до 3 месяцев я продам квартиру. В итоге от 1 до 3 месяцев мы только подписали задаток, а мне обещали продать полностью, а там же еще действительно идут юридические всякие моменты, и люди очень часто не учитывают. Они просто помнят срок, и все. А все, мы вышли из срока, а ничего не сделано. Вообще, чтобы просто понимать. Я вам такую открою сейчас внутреннюю небольшую кухню агентства недвижимости, в частности, мат-модели бизнес-процесса. Да, то есть у нас бизнес-процессы заточены таким образом, они заточены на цикл 3 месяца. То есть месяц у меня есть объекты, которые в работе, потому что по ним уже прошли задатки, и я математически рассчитываю, что это деньги следующего месяца. Где-то сделка пройдет на этой неделе, где-то, может быть, там через 2 недели, а где-то, ну, так или иначе, я операционку вот эту получу в следующем месяце, да. Также у меня есть объекты, которые сейчас активно рекламируются, и мне нужно там где-то посмотреть еще как маркетинг, может быть, там чуть-чуть цену с собственником мы подвинем там на несколько тысяч, к примеру, либо мы, может быть, там изменим фотографии, описание, и они, скорее всего, в следующем месяце встанут на задатки, и я буду учитывать эту прибыль на 3-й месяц, да. И еще вот в задаче этого месяца мне надо набрать объекты, которые через 3 месяца мне принесут деньги. То есть у меня цикл вот на это заточен, на 3 месяца, потому что ядро действительно 1-3 месяца мы уже деньги получаем. Да, хорошо. Теперь мы все знаем про внутрянку, будем иметь в виду. И еще такой вопрос. Когда ты рассказывал вот про сроки продаж, ты говорил, что вот, например, что-то стоит на первой линии, да, это повышающий фактор, что-то в поле у кукурузы, понижающий фактор. Да. Что мы можем еще учитывать? Повышающие, понижающие? На что вообще полезли прям вообще в мою всю внутреннюю кухню. Сейчас в детали аналитического отчета мы залезем. Очень надо знать. Вот здесь вот мы агентов обучаем, это действительно очень важно. Учитывать повышающие и понижающие факторы, потому что можно просто выявить среднюю стоимость квадратного метра, но она не будет объективной, потому что есть 2 квартиры, но они немножко в разных локациях, одна лучше, другая хуже. Они не могут стоить одинаково при общей площади. Да? И, соответственно, надо внедрять систему повышающих и понижающих. Но и тут не все так очевидно. Вот, допустим, собственник говорит, у меня, к примеру, тройное остекление, да? И, казалось бы, это плюс. Будет ли от этого квартира дороже? Нет.
Потому что это вторичный рынок, потому что покупатель не увидит, скорее всего, в 95% случаев ваше тройное остекление. Мы можем указать это в тексте описания, допустим, и сказать, что там тройное остекление. Кому это важно? Кому это повлияет на цену? 5% людей, может быть, да, может для них это станет определяющим фактором. Массово сможем ли мы создать на этом спрос? Нет. А вот, допустим, прямой вид на красивые горы – это очевидный повышающий фактор, который мы можем учесть. То есть при прочих равных у нас будет на рынке 2 квартиры, одна с крутым видом, а другая в окна соседа. У них там разница в стоимости может быть ощутимая, она будет оправдана. И покупатель, выбирая такую квартиру, найдет эти лишние деньги, чтобы заплатить за хороший вид, потому что платит деньги он один раз, а живет он каждый день. И мы умеем это до покупателей донести, сказать, почему эта квартира лучше. Так вот, есть ряд очевидных и неочевидных повышающих факторов. То же самое с понижающими, да? То есть, если у нас понижающий фактор очевидный, мы выходим, там, к примеру, из окна и видим кладбище, не дай бог. Ладно, мы выходим... Умиротворение, спокойствие, что не так? Да, ну, очевидно, надо да, цену снижать, да? Мы можем сделать этот фактор неочевидным, допустим, сфотографировать, там, снять на видео объект так, чтобы это было не видно. Но нам все равно придется торговаться, когда покупатель придет. Так или иначе, то есть это повлияет на цену. Есть неочевидные, допустим, к примеру, ну, какой сейчас придумать? Есть неочевидные факты. Ну, допустим, газа нет, да? То есть, да, мы в маркетинге используем, мы не будем ронять цену из-за того, что там газа нет, потому что нам еще надо скидку человеку делать, да? Мы в рекламе, даже если мы напишем, мало кто увидит. Ну, покупатели такие читают по диагонали, ты правильно говоришь, да? Они, скорее всего, будут сравнивать картинки с картинками, тексты с текстами, да, цены с ценами. И вот они посмотрят, вот это мне больше нравится, вот это меньше. Вот сюда позвоню, вот сюда не позвоню. И если человек сюда позвонит, при прочих равных, при объективной, адекватной оценке, да, без учета этого понижающего, окей, пускай приходит, смотрит, мы ему заранее предупредим, чтобы человек просто время свое не тратил. Но если у него будет выбор, эта квартира или такая же, но с газом, он выберет не в нашу пользу, придется скидку делать. Немногие, конечно, владельцы хотят делать скидку. Ну, опять же, газ такой пример, потому что можно всегда поставить газовую плитку и купить баллон здесь, да, но... Вообще, я в целом хотел просто объяснить, как система работает. Здесь, да, это не проблема. Но если бы, допустим, электричества или воды не было, это был бы сильный понижающий. Поэтому не стал такие примеры приводить. Просто удивительно для меня лично, что вот, допустим, первая линия у моря, что это повышающий фактор, потому что после лет жизни здесь я понимаю, что это понижающий фактор из-за того, что там плесень будет всегда, и в окна дует ветер с моря. Да. Вот, но... По картинке зато красиво. Да. Но опять же, то есть это дело вкусовщины, кому-то надо, кому-то не надо. Но если берем статистику ядро спроса, поближе к морю спрос больше. Конечно. Можно ставить цену особенно, побольше. Когда ты живешь вообще далеко от моря. Да. Покупатель же не ищет дешевле. У него есть определенная задача и определенный бюджет на решение этой задачи. Неважно, последний у него деньги или не последний. Так он в рамках этого бюджета ищет самые лучшие решения. И если я условно смотрю, я покупатель, я смотрю там, допустим, за 140 тысяч квартиру. Вот все, я выделил себе, что у меня вот 140, я хочу купить квартиру. Я посмотрел, что можно купить за 140, а потом нахожу такую же, но с крутейшим видом, на 145. Ну что, я 5 тысяч не найду, что ли? Найду, конечно. Найду. Я же хочу с этим видом каждый день просыпаться. Ну что такое 5 тысяч? Я через 2 месяца уже про эти 5 тысяч не вспомню, а вид будет меня каждый день радовать. Это правда. И вот так эта психология работает. Это очевидный повышающий фактор, его надо учитывать при ценообразовании. Но надо не переборщить, потому что если у нас таких повышающих факторов много, мы можем просто с этими факторами залезть в конкуренцию с теми объектами, там уже какие-нибудь двухуровневые квартиры с элитной мебелью, там в закрытых районах, там каких-то элитных поселках. Мы эту конкуренцию просто там не выиграем. Да. И нам придется это тоже учитывать, что мы слишком много добавили, слишком много доложили в цену. И за эти деньги человек может купить уже жилье со всем уровнем другим. Ну, значит, мы переборщили. Я встречала таких продавцов вторичной недвижимости конкретно, когда они вложились изначально так конкретно и в дизайн, и мебель привезли, и прочее, прочее. И дом уже старый, то есть ему, не знаю, там лет 10, да, то есть уже требуется какой-то ремонт косметический, может быть, подъезд, может быть, сама облицовка и прочее. Но они ни в какую не хотят снижать цену, просто потому что надо отбить этот дизайн, этот там мебель. Ну, вообще, вот ремонт и мебель, особенно вот ситуация в странах СНГ, там, где ремонт — это дело творческое, да, каждый делает сам под себя. Я всегда говорил, что, к сожалению, ремонт и мебель, ну, мебель еще куда бы ни шло, там можно что-то еще там прикрутить, какая-то дорогая бытовая техника, но ремонт точно не является повышающим фактором. Никогда. Да, если квартира с хорошим ремонтом и квартира без ремонта, они должны стоить по-разному. Да. Но если квартира с хорошим ремонтом и квартира с каким-то супер крутым дизайнерским ремонтом, они не могут стоить по-разному, потому что, ну, вы хотите, отдирайте ваш ремонт, мне это не надо. Да? И это, во-первых. А во-вторых, это так же, как с машиной. То есть, если я купил себе, там, не знаю, классную, красивую BMW купе там какую-нибудь,
Но я не хочу, чтобы она была серая, как все. Я покрашу ее в розовый, буду ездить на розовый. Я один такой в городе буду. Но это не будет повышающим фактором, потому что следующему покупателю нафиг не нужен этот розовый. Ну да, он просто хочет BMW. Вот Да, у такой меня была ситуация, когда была на кухне квартиры премиальной в хорошем комплексе бизнес-класса, лепнина дизайнерская. Там какой-то итальянский дизайнер и ручная лепнина, прям настоящая ручная лепнина. И человек, собственница, хотела за нее еще плюс 1 000 000 к среднерыночной стоимости. Но я, опять же, объясняю, что придет покупатель, даже если мы его приведем, а мы просто с этим 1 000 000 попадаем уже через другую категорию. Да. То есть там уже можно на комнату больше искать, начинать. Да, начинать только там как раз вот эта промежуточная история. Вот, потому что, опять же, куча повышающих факторов. Вот. Я говорю, ну, приведем мы, допустим, сюда покупателя, он скажет, а почему такая цена? Ну, вот лепнина, ну, отдирайте. Мне не надо. Ну да, это очень узкий сегмент людей, которые... Я не готов платить 1 000 000 за лепнину. Да, либо очень с таким художественным вкусом, который лепнина. Ради лепнины дом купил вообще. Да, конечно, такое. Это, кстати, вот тоже инвесторам на заметку при покупке. Какие повышающие факторы будут учитываться. И поэтому, если мы заметим статистику, вот выходит новый блок нового комплекса в продажу от застройщика, на старте продаж в первую очередь скупают хороший вид, даже если они дороже. Застройщики это знают, ставят дороже, все равно скупают. Потому что потом на дистанции объект сдастся, квартиры по недвижке плюс-минус там по ценам на вторичке выровняются, а эти будут дороже. Ты вот несколько раз говорил, что, например, вот мы попадаем в другую ценовую категорию, что мы там переборщили, например, с ценой по повышающим факторам, здесь, вот, ну, то есть в сравнении вот этих вот цен и прочее. То есть, получается, ты занимаешься конкретно маркетингом, да, то есть как подать объект так, чтобы человека это заинтересовало. Да. Но второй частью сделки, то есть непосредственно самой сделкой от задатка до получения денег и ключей покупателя, занимается юрист, это его зона ответственности. Если бы вся сложность сделки была в этом, мы, агенты, вообще бы не были нужны. Ни агентству недвижимости, ни сами агенты, никто был бы не нужен. Люди бы сами это делали, нет смысла за это деньги платить. Смысл в чем? Создать спрос, привести покупателя, убедить, что это лучшее предложение. Вот эта работа стоит денег. Да. И на самом деле, для чего и нужны наши пятничные отчеты, которые получают все собственники, которые с нами работают, они для обоих на самом деле. И для агента, который занимается квартирой, вообще недвижкой, конкретно этой, и для собственника, чтобы они видели, что работает, что не работает. Не всегда, далеко не всегда, маркетинг – это протестирование гипотез. Далеко не всегда мы попадаем с первого раза. То есть, да, мы определили стоимость, да, мы определили сильные стороны, мы их подсветили в маркетинге, мы сделали красивую, классную воронку, то есть обложки, все вот эти вот, то есть все упаковали, все классно сделали. Если все правильно сделали с первого раза, продали за пару недель. Все хорошо. Все сразу попали, классно, круто, продали. Но зачастую бывает так, что либо с ценой чуть-чуть ошиблись, могли вверх, могли вниз ошибиться, да, причем могли вниз ошибиться, но в первый день 10 человек позвонило, да, но нет смысла по этой цене продавать, очевидно дешево, да, но ничего там не мешает убрать, через несколько дней поставить уже по новой стоимости, да. Предложение о продаже еще не есть сама сделка, и, соответственно, мы имеем право менять стоимость до соглашения о задатке. Мы вольны делать все, что хотим. Покупатель тоже, в свою очередь. И мы, соответственно, в интересах продавца можем управлять предложением. А покупатель может управлять своим спросом. Мы сделали предложение невыгодным, он от нас ушел. Мы сделали предложение слишком выгодным, у нас больше покупателей. А нафига нам больше, если у нас один объект, нам один нужен. Вот. Соответственно, надо работать с этим предложением. Вот. А может быть, так случилось, что мы неправильно подали преимущество объекта в маркетинге. Да? Допустим, мы думали, что у нас преимущество объекта – это, к примеру, вид. Мы там все разрекламировали, что классные фотки там вы будете, видеообзор специально сняли, чтобы люди еще до того, как к нам обратились, сразу заценили этот вид и поняли, что они каждое утро будут просыпаться, пить кофе, смотреть вот на этот прекрасный вид. Но оказалось-то самое ценное, что в этой квартире есть, допустим, это локация. Потому что тут рядом тебе супермаркет, рядом автобусная остановка и вообще, школа рядом. И это самое главное. А мы показывали не то. Может такое случиться? Может. Но, естественно, пришлем, опять же, человека для медиаподготовки, переделаем фото, переделаем видео, переделаем описание, выставим, потому что наша задача продать, скажем так, собственник нам платит. И наша задача защищать его интересы. Какие интересы? Продать по той цене, которую максимум может дать этот рынок. Насколько это возможно? В рамках его задач, в рамках его сроков. При этом и максимально выгодно для покупателя, чтобы тоже удовлетворять его интересы. Покупателю выгодно выторговать условия подешевле, уже когда он выбрал. Если он еще не выбрал, он же не торгуется.
Покупатель ищет лучшее предложение. И как я уже говорил, если у меня бюджет 140, но я найду то, что нужно за 145 и даже за 150, ну что, я деньги не найду, что ли? Покупатель ищет лучшее предложение на рынке. Наша задача делать предложения лучшими, а потом уже в процессе, вот до того, как покупатель выбрал, продавец, имея покупателя, отстаивает свои интересы, мы помогаем ему защищать его интересы, да. Но чтобы они дошли до адвоката, дошли до сделки, подписали соглашение о задатке, нужно сделать так, чтобы был вин-вин. То есть покупателю выгодно это предложение, продавцу выгодно продать за эти деньги. Да, если мы будем сильно отжимать покупателя по цене, зная, что квартира ему нравится, он и так заплатит, но он в любом случае каждый день задается вопросом, а что я еще куплю за эти деньги? Если он найдет лучше, он просто уйдет. Поэтому тут вин-вин надо соблюдать. С тех пор, как покупатель пришел к нам, неважно на какой из наших объектов, мы проводим с ним работу, а что ему вообще нужно, а какая у него задача, а что он хочет получить со сделкой с недвижимостью. Наша задача воплотить эту задачу, найти решение и привести к этому решению. Ну, это очень экологично. Мне вот очень импонирует такой подход, потому что это не про втюхивание. Потому что сразу вот эти ассоциации, когда вот это подходит, вот неважно, какие потребности у покупателя, он деньги принес, я хочу вот этот объект продать, деньги давай, на. А потом выясняется, что, оказывается, покупатель там вообще про другое, но вот в моменте на него так насели, и вот эта импульсивная такая покупка, и потом человек жалеет, да, и недобрым словом вспоминает того, кто ему это продал, естественно. Слушай, вот честно, я восхищаюсь гениальными продажниками, которые могут в моменте на рассказе кому-то что-то продать. Честно сказать, я вообще абсолютно этого делать не умею и не собираюсь. Врать не буду, пробовал, потому что ситуации в жизни бывают разные, и когда тебе, чтобы содержать там семью и чтобы самому жить хорошо, надо что-то кому-то срочно продать, пробовал всякое. Но у меня работает больше вот мозгами понять, а что человеку надо, сделать ему выгодно, да он сам умеет. Мне просто кажется, что быть как-то честным, наверное, правильно так сказать, просто проще и легче. Я вот сама обычно придерживаюсь такой точки зрения. Потому что вот это вот, кому ты там что соврал, как ты там что приукрасил, все вот это помни, в голове держи, вовремя там что-то выдавай. Вот это слишком сложно. Проще вот так и все. У меня статистика есть. Дело в том, что заботиться об интересах моих клиентов – это не потому, что я там супер религиозный или верующий человек. Ну да, я верующий человек, но это к бизнесу не особо относится, это мое личное мировоззрение. И это не какой-то альтруизм, желание помогать людям, это мои личные интересы, потому что у меня есть статистика. Когда я работал в компании, штатом 450 человек, из них больше 200 – это агенты, мы один раз провели прям исследование, проанализировали результативность агентов. На другую тему я уже не помню. Но мы тогда с руководителем отдела продаж, и руководитель направления был, и мы с Ропом вместе сели с ней и посмотрели, а какие агенты результативнее всего. Так вот там выявили такую закономерность, что продажники, они, как правило, где-то в середине. Самые результативные, которые действительно там зарабатывали по 2 миллиона плюс, это как раз вот такие системные люди, которые системно работают с клиентами, с его задачами. Это могут быть вообще бывшие военные, допустим. Они вообще к продажам не относились до того, как к недвижимости пришли. Это могут быть какие-то там юристы, бухгалтера, которые сменили профессию на недвижимость, и они вот так вот скрупулезно решают задачи. И вот они зарабатывают больше всего. Так а если это выгоднее, и клиенту выгоднее, и продавцу выгоднее, ну так а почему бы это не делать? Ну да. Ну, то есть это мой личный интерес. Защищать, решать задачи клиента, защищать его интерес. Это моя личная выгода. Ну, короче, просто да? вот вин-вин со всех сторон, со множества сторон. Хотела спросить, потому что это полезная история. А как вообще ты работаешь? Потому что ты так все складненько рассказываешь. А вдруг кто-то заинтересуется? Ну, потому что мне, например, это очень по ценностям откликается, да, и если я вижу, что у человека похожие на мои ценности, я автоматически задаюсь вопросом, да, а как поработать, а как вообще происходит этот процесс, да, например, если я обращусь к тебе, то что мне стоит ожидать, да, там, какие этапы, да. В первую очередь, это встреча, личная встреча. Если это покупатель, то это может быть там встреча в офисе, да неважно, в любом кафе, если человека на острове нет, можно даже в зуме встретиться. Главное лично пообщаться, чтобы задачу понять, чтобы я как человек шел решать определенную задачу, держа в голове интересы клиента. Если это продавец, то я рекомендую встречаться на объекте, сразу 2 зайцев убиваем. И объект смотрим, я чек-лист заполняю данные, мне потом анализ сделать, анализировать вообще стратегию продаж, разрабатывать, да. Вот, и с человеком, и с его задачей познакомиться. То есть я задам вопросы, которые мне нужны для разработки стратегии решения конкретно этой задачи. И следующая встреча у нас будет уже с решением. Я предложу решение, как правило, их несколько.
То есть либо мы там можем агрессивно быстро продать вот по такой стратегии, либо мы можем, не рискуя там, к примеру, выставить за столько с таким-то маркетингом на таких-то площадках и сделать вот так-то. Дальше человек уже принимает решение. Если ему интересно, мы заключаем договор, идем в продажу, да, работаем. Заключаем договор, как правило, на 1 месяц с возможностью продления до 3, это как раз вот средний срок продажи объекта, да. И человек за это время понимает, насколько с нами интересно работать. Либо он уже продает, видит деньги, там, либо видит уже задаток, может там соглашение, задатки на руках уже иметь, либо как минимум видит, как продвигается работа. Как правило, с нами люди любят оставаться. Я как раз к этому подводил, что человеку на дистанции за то время, что мы с ним работаем, постоянно видно, как продвигаются дела, потому что каждую пятницу он получает отчет о рекламных действиях, как продвигается реклама. Соответственно, чтобы выйти в рекламу, вот сейчас немножко вернемся назад, да, вот мы договорились, подписали договор, первое, что мы делаем, еще раз выезжаем на объект, но уже не просто посмотреть, а подготовить его, то есть от собственника обязательство убрать носки из батареи, да, убрать там посуду, вот, ну, чтобы квартира была максимально там пустая, обезличенная, как вот гостиничные номера на Airbnb фотают. Вот в таком состоянии должна быть квартира, чтобы была вот готовая к заселению, грубо говоря, на фотографиях, на видео. От нас максимально качественное фото, видео, там 3D-съемка, описание в рамках той стратегии, которую мы выбрали для продажи объекта, для продвижения. Источники, откуда мы будем покупателей привлекать, это на наше усмотрение, потому что мы понимаем, одни объекты там хорошо продаются, другие там. Мы это сами выбираем на наше усмотрение. И все, и дальше мы выходим в рекламу. Каждую пятницу человек получает отчет. На таких площадках столько, на таких столько, на таких там столько. И далее мы смотрим, если у нас все хорошо и все идет по плану, и мы в сроки, прогнозируемо реализуем объект, ну все, этот отчет, и дальше, как правило, там голосовое сообщение агента, чтобы не отвлекать человека. Просто у нас все хорошо, я рекомендую продолжать в таком же духе. Вот, если интересно, посмотрите наши цифры, статистику, это в рамках нормы. Если что-то не в рамках нормы, правилом хорошего тона будет, естественно, рекомендация. То есть рекомендация собственнику: давайте попробуем сделать вот так, давайте попробуем изменить маркетинг, давайте подвинем цену на 2000 вниз, на 5000 вниз, допустим, надо. Давайте попробуем поменять цену там на чуть-чуть вверх, попадем там, может быть, в другой сегмент, других покупателей привлечем. Но это естественная история по продаже объекта, потому что цена предложения – это не стоимость сделки, это маркетинговый инструмент, которым мы создаем предложение. Поэтому такие рекомендации. И вот за первый месяц работы, который у нас есть по договору, человеку уже становится понятно, как быстро он придет с нами к результату, все ли его устраивает, готов ли он с нами продолжать работать, если он еще, допустим, не вышел на задаток. А вот получается, человек подписывает вот этот договор, да, агентский. К чему это его обязывает и обязывает ли? У нас только 2 условия для успешного сотрудничества. Если мы хотим действительно прийти к ожидаемому результату, то от нас, как я уже говорил, наши обязательства я озвучил, от собственника только 2 обязательства. 3. Видите, передумал, переобулся. Да. У собственника только 3 обязательства на самом деле. Первое – это заплатить нам по итогу. Это, естественно, мы пропишем в договоре, потому что если мы работаем, мы хотим по итогу деньги получить по результату. Тут все просто. Человек получил деньги на руки, мы получили деньги на руки. До этого никаких авансов платить не нужно, потому что, действительно, мы работаем в общих интересах на общий результат. Я считаю, это справедливо. Второе – это не сотрудничать с другими агентствами и не продавать самостоятельно. Почему? Не потому, что мы там жадные, а потому что наша задача спросом управлять. Я защищаю интересы собственника. Я выставляю квартиру поверху рынка, потому что хочу продать по максимуму, чтобы он больше денег получил, чтобы я больше денег получил, чтобы мы все были в выигрыше. Да? Ко мне приходят покупатели, я управляю этим спросом, я торгуюсь, я отстаиваю хорошую стоимость, я не рекомендую собственнику сбрасывать цены. В это время какой-то другой агент или сам собственник в телеграм-чате, допустим, выставил этот объект. Если я хорошо проделал свою работу, покупатель же тоже не дурак. Я вообще считаю, что дураков нет, потому что у дураков не будет сотни тысяч долларов на покупку квартиры. И покупателя не надо недооценивать. Я хорошо проделал свою работу, я сказал, что вот вы хотели такую-то задачу, вы хотели такой-то объект недвижимости, вот это как раз он, его брать интересно, он решает ваши задачи. Человек говорит, и правда, пришел домой, нашел объявление собственника, нашел еще с десяток агентов, да, позвонил всем, поторговался. Собственник получил 10 звонков от разных агентов. Он думает, что у него 10 покупателей, все предлагают ему, допустим, 90, а не 100. Думает, наверное, это и есть рынок. Вот агенты хорошо работают, вот они покупатели приводят. Наверное, продам за 90. Да. В итоге я не получил деньги, хотя это я продал объект, я провел хорошую работу. Да? Собственник недополучил деньги, потому что я отстаивал его интересы, думая, что мы работаем по-честному, а мы, оказалось, работаем не по-честному. И
В итоге мы просто подарили покупателю лишние деньги, хотя он бы и так заплатил, потому что квартира ему, допустим, выгодна, но просто он немножко проявил смекалку, за что ему респект, и выторговал себе более выгодные условия. Вот поэтому на время нашей работы мы берем с собственника обязательство больше нигде не рекламироваться, чтобы мы могли отстаивать его интересы. Если по какой-то причине не нравится с нами сотрудничать, да, господи, договор расторгнуть можно, человек ничего не теряет. Просто дать нам шанс сделать свою работу хорошо. И третье маленькое условие – прибраться в квартире перед медиаподготовкой. Потому что это действительно головная боль, когда агент приезжает вместе там, с фотографом, с видеографом, а там приходится потом самим бегать со шваброй, ну, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому 3 условия, я думаю, вполне выполнимые, чтобы дать нам шанс реализовать объект и решить задачу. Если такая задача стоит, продать объект для каких-то целей. Ну, Вот что мы можем сделать. Вполне. Еще, наверное, тут такой момент из разряда, когда происходят эти показы. Понятно, что к каждому показу нужно немножко прибирать. И как лучше, ну, то есть, чтобы человек-собственник находился в квартире или где-то он был, что ему делать? Если мы хотим дойти до сделки, а сделка – это, как мы уже говорили, длинный процесс. Это не вот здесь и сейчас пришел покупатель, надо с ним поторговаться, ударить по рукам, плюнуть на руку. Давай, все, поехали. Но оно так быстро, к сожалению, не работает. Если мы хотим до конца дойти, то в момент показа покупателю собственника в квартире быть не должно. Объясню, потому что если я хорошо проделал свою работу, если покупателю объект нравится, что он будет делать? Ну, конечно, торговаться. Конечно, торговаться. Вот. И если собственник будет стоять рядом в моменте, ему придется в моменте принимать решение. Возможно, не самое выгодное для него. А мы-то с ним владеем информацией. В частности, я владею информацией. Сколько у нас вообще покупателей, сколько у нас еще запланированных показов, какие предложения до этого были, а выгодно ли вообще это предложение. Так вот, если собственника в моменте не будет, то после показа я передам ему предложение покупателя, и мы обсудим дальнейшую стратегию. То есть, может быть, мы согласимся, потому что это действительно самое выгодное предложение. Может быть, мы откажемся, потому что у нас уже есть более выгодное предложение. А может быть, мы встречное сделаем. Может быть, мы где-то посерединке договоримся. И опять же, им еще в сделке существовать, ну, правило, минимум неделю, а то и месяц. Да? И им нужно в этот момент держать конструктивный диалог, взаимовыгодные условия обсуждать при очевидном конфликте интересов. Потому что тут напрямую конфликт интересов есть. Чтобы вот это все удержать, лучше проводить непрямые переговоры. Поэтому я собственникам говорю, даже если они живут в этой квартире, на 15 минут выйти погулять, чтобы я сделал свою работу, это ничего страшного. Это, наоборот, повышает шансы дойти до конца сделки в разы. Потому что развалить все очень быстро. А вот дойти до конца и получить результат – это хорошая работа. Но еще и выгодный результат, не просто так продать. Я просто, почему спрашиваю, потому что какие-то вопросы, они очевидны для тех, кто в этом вот варится и работает там годами, да, что лучше погулять. Но вот если бы ко мне пришли, и я первый раз что-то продавала, я такая, а кто эти люди вообще незнакомые, ходят по моей квартире? Там, да, я все прибрала, но у меня там лежат мои вещи, а я должна блюдить, а вдруг кто что это? И потому что мне не очевидно, что это может как-то помешать продаже. Поэтому подумала, если есть такие же люди, как я, если есть какие-то суперценные вещи, за которые вы переживаете, возьмите вы их с собой из квартиры, да, но в целом мы туда не за тем приходим, чтобы в вещах ковыряться, да. Как правило, показ проходит, во-первых, под моим наблюдением, да, я как представитель собственника, естественно, я прослежу, чтобы все было хорошо. Во-вторых, это Кипр, здесь, в принципе, каких-то таких там около криминальных инцидентов почти не бывает, да. В-третьих, действительно, показ проходит как? Они приходят, покупатели, с одной задачей, посмотреть, мое, не мое, хочу, не хочу, надо, не надо. Если хочу, там уже потом будем договариваться, будем уже потом разговаривать. Но это можно и на улице сделать, и в офисе сделать. Как правило, мы потом поедем там в офис или в кафе где-нибудь сядем, спокойно под кофеек обсудим все условия. Моя задача же, если показ я вижу, что проведен успешно, покупателю квартира нравится, мне же надо не на этом его не оставлять, а окей, какие ваши условия, как вы хотите дальше двигаться, как вы на сделку планируете выйти. Вот эта работа уже проводится. Поэтому там не до того, чтобы в вещах ковыряться. Посмотрели, нравится, не нравится. Это единственная задача показа. Все остальное решается в других вещах. Нет, это я просто, знаешь, для тех, кто не сталкивался с этим, возможно, реально первый раз покупает, первый раз продает, и это тревожно, это нервно, да, потому что там большие суммы, это там мой любимый дом, которым там я прожил 14 лет и прочее. Поэтому какие-то вот вещи, которые обычно очевидны специалистам, максимально не очевидны людям, которые, не знаю, они покрасили стену и хотят на 20 тысяч фунтов больше получить. А это так не работает, но им это не очевидно. Поэтому хорошо вот эти детали всегда проговаривать. И лишний раз вообще хорошо проговаривать, даже если это очевидно, потому что люди слушают и читают по диагонали. Да. Как и особенно это может быть стрессовым, если ты
ты не гражданин той страны, в которой ты находишься, и Да. делаешь сделку с недвижимостью, особенно если это первый раз. Поэтому, да, хорошо иметь как минимум специалиста, который, ну, просто навыками коммуникации, ведения переговоров владеет, чтобы от твоего лица защищать твои интересы. Да. Это, я считаю, что сильно повышает шансы на успешный результат. Не то, что даже на успешный результат, а не вляпаться куда-нибудь, потому что в новой стране без знания языка и местных законов, когда их местные-то не могут трактовать иногда нормально, правильно, а ты еще и там на русском языке или на английском или как-то, это вообще очень страшно, я бы сказала. Ладно, спасибо, Антон, большое за такую прям детализированную беседу. Прям многое стало мне понятнее, потому что я, которая вообще не сталкивалась с этим, мне прям было интересно и полезно. Я думаю, что многим аналогично было. Да, тебе тоже большое спасибо за беседу. Большое спасибо тем, кто это будет смотреть. Это хорошая возможность была донести, возможно, кому-то полезную, кому-то критически полезную информацию. Если есть вопросы, однозначно пишите комментарии, Если есть вопросы, однозначно пишите комментарии, оставляйте вопросы какие-то, которые мы можем разобрать в следующем. Мы планируем такие дела вести регулярно онлайн, чтобы у людей было больше ответов на их вопросы злободневные. Ну а если вам нужны услуги компании DreamHold, мы с радостью их предоставим и сделаем все возможное, чтобы ваша задача решилась наилучшим для вас образом.